Итак, всем доброго утра еще раз. Хочу вам подарить очень нужный всем вам ритуал, а именно снять с человека оморочку. Понятное дело, что когда дело серьезное более чем, то здесь нужна помощь профессионала. Но бывают моменты, когда нет возможности пока обратиться. Либо человек не настолько оморочен, еще пока слышит. То есть над ним не специально проводится некая работа, а просто человек сам по себе внушаемый. Легко верит всем или очень любит своих родителей и живет по их желанию. А не всегда родители советуют хорошее, к сожалению. Не всегда они могут способствовать тому, чтобы семья жила хорошо. Иногда они могут и поганить жизнь своим детям тем, что все время лезут в их жизнь, в их пространство. И поэтому, естественно, ощущение такое, как будто, живя с тобой, твой муж где-то там живет разумом сестры, матери, еще кого-либо. Бывают случаи, когда дочь сходит с ума, начинает бегать за мужиком, оставляет учебу, оставляет жизненные интересы, работу. Вот некая такая оморочка. Не обязательно, чтобы человек что-то делал. И в большинстве случаев не делает ничего, потому что не всем это дано. Не каждый человек, который может какую-то книгу «Помоги» читать или заговор, не каждому человеку дано колдовать или воздействовать. Но есть такой момент. Определенные люди обладают неким магнетизмом. Внутри них живет такая темная сила, которая питается энергией и страданиями других людей. И эта темная сила помогает ему привлечь внимание очень достойных женщин, например, если это мужчина, и буквально сломать им жизнь. Есть такие упыри, которые могут соблазнить женщину, играть с ней в любовь некоторое время, буквально просто выпить и спить все соки. И женщина, у которой была карьера, у которой была жизнь, да, будущее. И когда родители сокрушаются, умоляют, просят не оставлять учебу, она сходит с ума. Она как будто вот ведомая какой-то непонятной силой, причем женщина очень разумная, очень хладнокровная, очень, скажем так, расчетливая где-то, да, карьеристка. Вот все бросает, начинает ненавидеть родных и близких, от всех отдаляется, никого не хочет видеть. Ей кажется, что мешает ее счастью и так далее. Просто всецело закрывается и уходит с головой к этому мужчине. А этот мужчина просто ее не просто приземляет, а уничтожает все, что она создала, по сути, равняет с собой, с таким же ничтожеством, как он сам. А потом уже за ненадобностью выкидывает. Потому как все, что возможно, уже от этой женщины отобрано. Деньги, имя, молодость, красота, сила. Есть люди, рядом с которыми партнеры стареют раньше времени. И это может касаться и женщин, и мужчин. Просто стареют раньше времени, как будто бы их жирают, съедают, вот как тарантул, знаете, так окружает и просто выпивает сок из человека. И когда уже внутренне вот эта вот темная сила внутренняя насыщается, просто выкидывает этого человека за ненадобностью. И обнуленный абсолютно человек должен начать жизнь с нуля. Потому что для этой сущности человек без силы, без энергии уже не составляет абсолютно никакого интереса и выгоды.
И вот как сделать так, чтобы до этого не довести? Вот родители пытаются вразумить, умоляют, просят, он тебе не пара, и действительно видно по нему, что он реально не тот человек. А человек не видит, не замечает, не видит ни желтые зубы, не видит ни глупые шутки, ни тупые поступки, ничего. Он весь околдованный, просто весь такой, скажем так, влюбленный по уши. Но потом прозрение бывает очень страшно. В жизни многих людей были моменты, когда они просто влюблялись, очаровывались людьми абсолютно пустыми, среднеобразованными, ничего из себя не представляющими. Но потом, когда прозревали, не могли понять, как это произошло, почему это произошло. Дорогие друзья, это не потому, что у этих людей есть какая-то сила, способности вас там оморочить. Нет. Это внутренний вот этот упырь, который живет, он помогает этому человеку, по сути, ничтожеству, ничего себе не представляющему, перетянуть молодую энергию, сильную энергию к себе и съедает просто этого человека, полностью опустошает. Человек перестает учиться, забрасывает, значит, работу, извиняюсь, уже язык заплетается, оставляет карьеру, все. И всецело отдается этому человеку. Слушается, подчиняется, просто боится его обидеть. Для него его слово просто закон и все такое. А потом наступает прозрение, когда уже все выпито и уничтожено. Только после этого. Чтобы до этого не дошло, как быть? Вот смотрите, если ваш муж живет разумом матери или сестры, или друзей, или появилась некая женщина, и он просто ею оморочен, околдован. Тут даже не влюбленность, а может быть начальница, которая может позвонить 2 часа ночи и сказать, вот подъедь, мне надо там поехать куда-то, или меня забери с ресторана. И он просто бежит, и там нет влюбленности, они могут быть как бы по возрасту очень, да, большая разница. Но он омороченный. Он просто, как марионетка, выполняет все, что ему эта женщина скажет. По сути, жесткий, бескомпромиссный человек превращается в тряпку. Точно так же происходит. Вот влюбилась ваша дочь, с ума сходит, дома не ночует, скандалы, омороченные. И оморочил не тот вот мужик, который ничего из себя не представляет с козлиной бородой. Нет. А вот эта сила внутри этого мужика оморочила эту женщину. Они сами иногда удивляются, что в них влюбляются такие женщины. До конца не верят, что это реально и возможно. Но они как проводники для этой силы, которые просто высасывают все соки, а потом выкидывают за ненадобностью, просто сломав судьбу. Что при этом делать? Итак, покупайте рыбу, приносите домой, кладете на определенную емкость, зажигаете 3 черные свечи и начинаете чистить рыбу. Очищайте рыбу и при этом, убирая чешую, читайте 13 раз заговор. Когда всю чешую убрали, чешую отдельно просто выкидывайте, а рыбу закапывайте с определенными словами и уходите. Через некоторое время, как только рыба начнет гнить в земле, с человека оморочка сойдет. Вы можете еще по-другому сделать. Смотрите, начальник ваш. Вот приходит новая секретарша, вот вы работаете на пару с ней, например, или новая учительница, ну, неважно. И этот начальник очарован этим человеком. Она ничего не делает, она ничему не учит, но он ничего от нее не требует. Или она, это даже может быть директриса. Вот она становится, вот эта вот новая женщина, работница, она становится любимицей. Ей все прощают, ее отпускают, ей дают отпуск.
Ее могут домой отпустить, но при этом как бы не за свой счет и так далее. И вы не понимаете, что происходит вообще. Вроде я ничего такого, я как бы работаю больше всех, но меня не ценит человек, а ее вот эту бездарь прям обожает. То же самое. Есть нечто внутри человека, которое притягивает. Это вот такие упыри. Можете сделать и на начальника своего, чтобы морока сошла, и чтобы начальник перестал до такой степени обожествлять человека, который пустышка, и обратил внимание на тебя, на твои работы. Итак, взяли рыбу, купили, без сдачи или оплатите картой. Именно одну рыбку. Вот пошли в магазин, взяли рыбу, и желательно, чтобы она была свежая, не замороженная. А именно свежая, с аквариума достали, дали вам в руки или там убили, чтобы не мучилась, и дали вам в руки. Дома вы начинаете очищать эту рыбу. 13 раз читайте перед свечами черными. Потом чешую просто выкидывайте куда угодно. Огарки свечей выкидывайте, ничего не нужно делать. Относите рыбу в тот же день, желательно. Относите куда-нибудь подальше. Нежелательно эту рыбу закапывать у себя в огороде. Лучше за пределы. Можно в какую-нибудь лесопарковую зону или куда-нибудь еще. Относите, закапывайте эту рыбу, говорите эти слова, отворачивайтесь и уходите. Когда морока сойдет, когда человек вернется к жизни, к любому дереву подходите, покупайте цветной напиток. Это коньяк, бренди, это, в общем, цветной напиток. Не вино, не водка. Все это выливайте туда, оставляйте столько монет, сколько вам лет, и говорите: откупаюсь, и уходите. Бутылку можете забрать с собой, не загрязнять окружающую среду. Оно сработает и очень быстро. Как только рыба начинает гнить, у человека начинает эта морока сходить. Еще такой момент есть. Например, снохи. Одна сноха абсолютная никто. Спит сутками, и весь дом в грязи, да, а другая пашет как ишак. Но почему-то ту любят, обожают, а эту вообще не замечают. Точно такая же оморочка. Она может ими пользоваться как хочет, и деньги попросить, и украшения ей купят, и мебель ей поставят. А эту не замечают совершенно. Точно такая же оморочка. Открыть глаза. Потому что, как правило, такие люди, они пользуются ситуацией, они прекрасно видят, что им удается вот так привлечь на свою сторону. Не каким-то там лестью, не аферизмом. Нет, просто вот они видят, что их просто любят, им повезло. Вот они такие везучие. И они начинают наглеть, они начинают делать все, что угодно. Есть мужчины, которые в упор не видят измены своей жены. Вот всех жен своих друзей обзовут, всем ярлыки понавешают, все гулящие, все такие сяки, а моя-то жена. И эта жена может хоть перед его глазами пойти, сесть кому-нибудь на коленки, он это воспримет как шутку, он будет восхищенно смотреть на нее, понимаете? Но в то же самое время всем подряд говорит, что они гулящие, они такие сяки, а он живет со святой женщиной. Снять оморочку могут родные люди, соседи и прочее не нужно, потому что это не сработает. Человек должен вам быть дорог. Либо родной, близкий, либо муж, либо ребенок, либо, скажем, человек, с которым вы давно работали, и вы хотите, чтобы он оценил ваш труд. То есть тот человек, который для вас что-то значит. Нельзя снимать оборочку там у соседей через 3 квартала, просто потому, что вам так захотелось. Оно не сработает. Итак, очищаем эту чешую и говорим. Как с рыбы чешуя облетает, так и с тебя оморочка слетает. Я не рыбу чищу, я разум твой от оморочки очищаю. Оморочку снимаю, оморочку убираю, тебя из лап мороки вырываю.
Рыбу от чешуи очищу, тебя от оморочки очищу. Как чешуя с рыбы облетает, так и оморочка с тебя слетает. Да будет так. Еще раз. Как с рыбы чешуя облетает, так и с тебя оморочка слетает. Я не рыбу чищу, я разум твой от оморочки очищаю. Оморочку снимаю, оморочку убираю, тебя из лап мороки вырываю. Рыбу от чешуи очищу, тебя от оморочки очищу. Как чешуя с рыбы облетает, так и морока или оморочка с тебя слетает. Это не имеет такое большое значение. Да будет так. Итак, с тебя, я говорю, с тебя вы называете имя. Потому что вы конкретно на человека делаете, вы знаете для кого, правильно? С тебя, там, Вася, Ваня и так далее. 13 раз прочитали, потушили свечи, вместе с чешуей, свечи, все это просто убрали, выкинули. Так, рыбу берете, можете положить в пакет, относите куда-нибудь такое место, где не выкопают собаки, кошки, и закапываете. Рыбу закопали, прям закрыли и ждите. Ну, сколько там будет он разлагаться? Несколько дней подряд. И он очень быстро, недели 2 он точно уже там наверняка ничего не останется. Когда закапываете рыбу, читайте сверху. Опять 13 раз. Рыба сгниет, и оморочка полностью с тебя сойдет. А глаза твои откроются, разум прояснится. Все осознаешь, да будет так, заклято. Рыба сгниет, и оморочка полностью с тебя сойдет, а глаза твои откроются, разум прояснится. Все осознаешь, да будет так, заклято. Еще раз. Рыба сгниет, и оморочка полностью с тебя сойдет, а глаза твои откроются, разум прояснится. Все осознаешь, да будет так, заклинаю. И через некоторое время омороченный человек должен полностью вернуться к нормальной жизни. Если живет с таким человеком, уйдет, глаза откроются. Если работает с таким человеком, перестанет оказывать знаки внимания. Если начальник такой уволится или перестанет подчиняться слепо. Если родственники такие, перестанет к ним ходить и вам может запретить. Хочу вам сказать, что эту работу я давала давно одной женщине, которая была очень недовольна своей, не столько свекровью, сколько заловкой, которая просто руководила их семьей. Муж свои деньги хранил у сестры, оставлял. Сестра могла зайти к ним домой, когда их дома не было. У нее был дубликат ключей. Она все проверяла, все знала. Ей это, естественно, не нравилось. С мужем говорили, муж скандалил, что, мол, моя сестра, она хорошая, она только добра нам желает и так далее. Сестра покупала себе машины, говорила, я из твоих денег взяла, но я тебе отдам, как получится. Да, конечно, ты не спеши. А для нее был запрет, пока не время, пока не до этого и так далее. В конце концов, ей это надоело, и она сказала, вы знаете, Инга, я или разведусь с ним, или что-нибудь сделаю. В общем, это последний вариант, я больше с ним жить не буду, мне это надоело. Мы, естественно, с ней работали, и вот параллельно я дала вот это. Когда она сделала, у них была крупная ссора мужа с сестрой, после чего он поменял замки, запретил им вообще к ним приезжать. У сестры был шок. Она ей говорила, ты каким-то бабкам ходила, не мог он просто так вот со мной так. Вот всю жизнь он такой был хороший брат, а теперь вот так и так далее. Потому что есть семьи, где людям неудобно, чтобы их сын создал семью. Поскольку пока он не женатый, он работает на них, на их дочку, на их там этих племянников, все такое. Он очень удобен. Когда у него появляется семья, ему уже как бы больше интересна его семья. Понятное дело, что он уже столько им помогать не будет. Им это невыгодно, да, это эгоистично, но многие родители, сестры делают все, чтобы семья разрушилась. Он остался один и снова начал им помогать. И знаете как? Например, играя в хороших, в добрых. Ты ссоришься с ним, чтобы он не пил.
потому что ты хочешь ему добра, ты хочешь, чтобы он дольше жил, чтобы у вас была семья нормальная, чтобы дети росли в нормальной атмосфере. А он идет к ним, они наливают. Они же добрые, хорошие, они наливают. Сынок, выпей, да ничего страшного, да 100 грамм, господи, да что ж здесь такого-то, это же нормально, все пьют, кто не пьет и так далее. То есть они играют хороших. По сути, там нету хорошего ничего, там не желают хорошего. Если бы желали хорошего, они бы не хотели, чтобы человек, зная его слабость. Но они в это играют, потому что им выгодно, им удобен пьющий сын, который больше к ним тянется, больше им приходит, а ты просто враг. И вот жене остается как бы два варианта. Либо попытаться исправить, либо послать на 3 буквы и уйти от такого, с позволения сказать, человека. Но иногда бывает, что есть люди действительно с очень сильной этой энергией, вначале я вам объяснила, и даже сильный человек поневоле им начинает подчиняться. Так вот, вот в этом случае он абсолютно с ним порвал все отношения. Он перестал, он вернул свои деньги, потом еще начал требовать обратно долг. И там это целая история. Но ей уже было достаточно того, что он просто перестал жить для сестры. Он начал жить для своей семьи. Так что вперед из песни. За свою семью нужно бороться. Всем удачи!